Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусное, нежное и буквально тающее во рту печенье с кусочками шоколада. Рецепт простейший и готовится все очень быстро и легко. Чтобы тесто у нас получилось идеальной гладкой консистенции, все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры. Список всех продуктов вы сможете найти в описании под этим видео. Итак, берем 100 граммов теплого сливочного масла. К нему добавляем щепотку соли, 70 граммов сахарной пудры и начинаем взбивать миксером. Чтобы наша сахарная пудра не разлетелась по всей кухне, сначала взбиваем на маленькой скорости, а затем постепенно увеличиваем ее до максимальной. Взбиваем до пышного и светлого состояния. Это займет примерно 3-5 минут. Конечно, время взбивания зависит от мощности вашего миксера. В данном рецепте я советую использовать именно сахарную пудру, так как она растворяется лучше, чем сахар, и текстура теста получается более нежной. Сразу скажу, что с данными пропорциями печенья получается не очень много, поэтому если у вас большая семья, то готовьте сразу двойную порцию. Смотрите, какая красивая, светлая и воздушная масса получается. Масло заметно побелело и уже увеличилось в объеме. Теперь вводим одно яйцо и снова взбиваем миксером около минуты, для того, чтобы все ингредиенты хорошо объединились. Тесто готовится очень быстро, поэтому я сразу включаю разогреваться духовку до 180 градусов. Следующий шаг – это сухие ингредиенты. Отдельно соединяем 250 граммов муки, 7 граммов разрыхлителя и просеиваем в масляную массу. Сначала перемешиваю все лопаткой или ложкой, а потом собираем тесто руками. Как только вся мука вошла в тесто и не осталось сухих комочков, тесто готово. Долго мешать его не нужно, иначе печенье может стать слишком плотным. А теперь самый вкусный ингредиент. У меня 60 граммов горького шоколада. Добавляем шоколадную крошку и вмешиваем в тесто. В этом рецепте я предпочитаю использовать именно горький шоколад, потому что у него более глубокий и насыщенный вкус, и он не делает печенье приторно-сладким. Но можно использовать и молочный шоколад, с ним тоже получается очень вкусно. Его можно аккуратно нарезать ножом на небольшие кусочки или просто поломать руками. Кусочки получаются разного размера, и в готовом печенье это смотрится очень интересно. Количество шоколада тоже можете регулировать на свой вкус. Кто-то любит меньше, а кто-то любит, чтобы его было много. Вот и все. Буквально пару минут, и тесто готово. Оно получается мягкое, совсем не липнет к рукам, и работать с таким тестом одно удовольствие. Начинаем формировать печенье. Просто отрываем кусочек теста, скатываем в шарик и слегка прижимаем его ладонью, чтобы получилась такая невысокая лепешечка. Не делайте его слишком плоским, так как в духовке печенье еще чуть-чуть расползется и само примет такую красивую форму. Выкладываем наши заготовки на противень, застеленный пергаментом. Обязательно оставляем между ними расстояние, так как во время выпечки они еще немного увеличатся в размере. И ставим в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 10-12 минут. Ну вот и все, печенье готово. Смотрите, какое оно золотистое и аппетитное. Даем печенью 10 минут постоять на противне, чтобы оно немного окрепло, и можно перекладывать на тарелку. Оно получилось именно таким, каким и должно быть. Немного хрустящим сверху, очень мягким и нежным внутри, с тающими кусочками шоколада. В моей семье такое печенье просто обожают. Оно отлично подходит для легкого перекуса, прекрасно сочетается с утренним кофе, вечерним чаем, а если теплое печенье запивать холодным молоком, получается по-особенному вкусно.
Уверена, что такое печенье оценят и взрослые, и дети. Обязательно приготовьте его для своих близких, тем более, что делается оно очень быстро и просто. Буквально 20 минут вашего времени, и на столе уже целая тарелка ароматного домашнего печенья. Обязательно сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и напишите в комментариях свое мнение об этом видео. Для нас важна любая обратная связь. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходи и подписывайся. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!